Сегодня корейский сериал «Я знаю, но». 2021 год, 10 серий. Автор сценария Чон Вон, режиссеры Ким Га Рам, Чан Джи Йон. В ролях Сон Кан и Кан Со Хи. Сюжет. Начинается первая серия с демонстрации скульптуры в непристойной позе Наби, по мнению некоторых персонажей. Автор – бывший парень Наби. Девушка с именем Наби, что переводится «бабочка» с корейского, в отношениях с парнем. Она застукивает его с другой, и они расстаются. Наби учится на скульптора, и там же она знакомится с новым парнем Дживоном. Наби, едва оправившись от прежних отношений, очень осторожна и не торопится с головой окунаться в новые. Ну а парень, впрочем, как все парни, слегка напорист и хочет довести дело до логического конца. Сначала кажется, что отношения очень странные. Казалось бы, два человека встретились, оба хороши собой, хорошие статные фигуры, влюбляйся и радуйся жизни. Но нет, все какие-то сомнения, нежелание наступать на одни и те же грабли, хотя все объяснимо. Как поется в песне «Зачем вы, девочки, красивых любите?» Непостоянная у них любовь. И ведь это правда. Некрасивые парни и те желают, чтобы за них шла борьба, а красивому, как устоять? Все оказывают ему знаки внимания, все вешаются ему на шею, а он в шутку или всерьез объясняет это нежеланием кого-то обижать. Я же как женщина верю, что где-то бродит твоя единственная половинка, после встречи с которой тебе никто не будет интересен. Вот и в фильме подружка предостерегает Наби. Цветы распускаются не для одной только бабочки, намекая на непостоянство Дживона. Наби задает себе вопрос, что это за чувство? Надеюсь, любовь, а не детская ревность или секс на одну ночь. Другой персонаж, парень, спрашивает у приятницы, зачем тебе секс с парнем, с которым ты даже не в отношениях? На что она отвечает, зачем ты связываешь секс с отношениями? Чисто мужская позиция из уст девушки. Два персонажа, девушка Соль с повязкой на голове и парень в шапке Гу Хён, совсем не красавцы, но стильные и привлекательные. К тому же Соль была лучшей в группе, успешнее что ли. А еще мне понравился эпизод, Соль столкнулась с незнакомым парнем. Результат – испорченная футболка с разлитым соком или кофе. Она приглашает его в кафе и передает записку с обозначенной суммой причиненного ущерба. При этом говоря, скажите, если сумма недостаточная. Парень отказывается, они сходятся на том, что все расходы по кафе оплачивает девушка. Такой подход мне нравится, как-то справедливо все. Но по итогу за все платит парень. Антураж мне понравился. Мастерская в промышленном стиле с большими окнами, разделенными на мелкие квадратики. Стильные рабочие черные комбинезоны с аппликациями и имитацией испачканности красками. Очень круто. Спальное место на подиуме с 3 ступеньками в квартире у Наби. Все как-то миленько и уютненько. Все персонажи приятные молодые люди, атмосфера жизнелюбивая. Для них все только начинается, поиски работы, любви. Наставница, ссылаясь на хорошую погоду, отправляет учеников на свидание и говорит, что не одиночество источник вдохновения, а отношения. И вспоминает ученика, который сказал, что не хочет отношений, легкий флирт для него достаточен. И все подумали про Дживона. И вот по закону жанра появляются третьи лица треугольников. Бывшая девушка Дживона, которая приехала из США, и друг детства Наби Дахёк, у которого свое кафе. Кстати, хороший парень, симпатичный и любит Наби. Естественно, усиливаются переживания, ревность. Забыл отметить, что Дживон одержим бабочками. На шее у него тату в виде бабочки. Все с любопытством следят за их отношениями. Все ждут драмы, а у них скучный, вялотекущий, не то роман, не то дружба. Попутно в Наби влюбляется еще парнишка, который хочет ее защитить от Дживона. После фильма он ее провожает и, прикрыв глаза, склоняется для поцелуя, чем вызывает смех у Наби. Себе она объясняет, что не чувствует искры, как с Дживоном. Наби пытается подавить в себе чувства к Дживону, но когда она заболела, он приходит с лекарствами и вызывает службу спасения, когда она не открыла дверь, а она в это время отлучилась в аптеку. Утром Дживон предлагает Наби иногда встречаться, у нее в голове проносится «Он использует меня как бесплатную шлюху». Потом вроде отношения становятся стабильными, она часто смотрит на спящего Дживона, спрашивая себя, теплый он или холодный, добрый или обманывает. Не будучи уверенной в парне, когда ее спрашивают в компании, есть ли у нее парень, она отвечает «нет». Дживон дарит Наби бабочку, которую смастерил сам. Наби приезжает домой, а мама не одна, а с ухажером, и мать посылает дочку погулять, чтобы не столкнуться с мужиком. Наби плачет, она так редко приезжает домой. Зная, что приедет дочь, можно было отложить свидание, и Наби уходит, чувствуя себя глубоко одинокой и несчастной. В последней серии она говорит Дживону, что все кончено, что он обманывал ее. На следующее утро в мастерской ее ждал еще один сюрприз. Вентилятор упал с потолка прямо на скульптуру Наби.
Рушится любовь, карьера. Дживон предлагает ей помощь в восстановлении скульптуры. По окончании работы она благодарит его. Бывший обвиняет Дживона, что он мучает тех, кто ему принадлежит. Он выпускает всех бабочек, отпускает Наби и уезжает. И вот долгожданная выставка. Профессор хвалит ее инсталляцию, женскую фигуру без рук и ног, с распростертыми крыльями. Пришел поздравлять друг детства с цветами, но Наби ищет Дживона. Друг все понимает и уходит. Вечером она возвращается на выставку и застает там Дживона. Сначала она ругается с ним, но потом говорит: «Никуда не уходи и оставайся рядом. Давай встречаться. Дживон, ты не пожалеешь об этом?» Наби: «Конечно, пожалею, но все равно хочу». Он вытирает слезки. Наби: «Я знаю, мне снова будет больно». Дживон: «Я знаю, но все равно». И совсем в финале к Дживону, как обычно, на улице подбегает стайка девочек. «Можно ваш телефон? У вас есть девушка?» Дживон: «У меня другие планы». Подходит Наби, и они, держась за руки, уходят. Нет ощущения, что они вместе навсегда, но сейчас они счастливы. Поверила ли я, что парень стал другим? Наверное. Да, он же плакал, мужчины редко плачут. Вроде нудноватый, монотонный сериал, но что-то меня привлекло. Наверное, потому что взаимоотношения Наби и Дживона очень узнаваемы. Кто из нас не мучился от ревности, кто из нас был уверен в постоянстве партнера, кто из нас не ждал звонка от любимого или любимой, кому не было страшно, что эти отношения скоро прекратятся и так далее. Сериал, наверное, нравится молодым людям, которые находятся в состоянии ожидания любви. Это у моего поколения все в прошлом. А молодые полны надежды, что весь мир будет у их ног. Да, кому-то повезет, а кого-то ждет совсем другая участь. На сегодня все. Всем пока.